Okay, so welcome back. So I just didn't. One of the reason why we take this little break, and so I can post the previous one separately, so that you all have two different video recording. One with the meditation healing the pain, and the other one with the cycle of five wisdom teachings. So that's the reason. So welcome back. Um, and also, many of you are welcome to give feedback also during this session also. How was your meditation, working with your pain, and how, yeah, so in terms of the understanding of the principle of the teaching, understanding of the practice, and the experiences of the practice, and then also the sense of what I'm saying, that support. I think this is very, very important. If you think about, like people talk about one of the very important part of well-being, health, and longevity is social interconnections, social connections. So, and a good sense of social connection, so that we are connecting with the cyberspace, cyber sangha, connecting through this cyberspace is a pure, elevated social connection. This social connection will bring more well-being, health, and sometimes there are a lot of studies, findings that social media bringing a lot of sense of depression for people. And because sometimes it's not particularly social media, but also one's relationship to social media, instead of looking at the good things part of it, looking at the bad side part of the social media and feeling, jealous and envy and of other people. So that's obviously, when you're comparing all the time yourself with other people, and then comparing to the wrong place, those who have more, does more, think more, and so on, obviously it's not a good thing to compare. So for us, this is a great opportunity. Итак, для нас это прекрасная возможность, вот эти социальные связи. Я надеюсь, что вы делитесь своими переживаниями с другими. Итак, пять аспектов мудрости. Так, прежде всего, идея, очень простая идея мудрости – это самопостижение, знание самого себя, самоосознание, рангригеши по-тибетски или рангджугеши, самовозникшая мудрость, мудрость самоосознания – это мудрость. И в этой мудрости, или же мудрости самоосознания, есть 5 характеристик. И я стараюсь, знание 5 видов мудрости есть во всех школах. Я говорил со своими друзьями из различных школ, из Гелук, Нингма, Каджу, Сакья, Чонан. То есть все школы, с которыми я общался, все мои друзья-учителя, мы обменивались взглядами, информацией, и у всех есть поучение о 5 видах мудрости, и явно, что это знание очень глубокое, оно есть во всех школах, они этому учат и практикуют это. Итак, я сейчас хочу прочитать одну строку по-тибетски, и потом поясню это. Это принадлежит Томпа Шенрапу, основателю традиции Бон. И есть краткая, средняя, длинная версия его сочинений. Вот в Зермик, то есть в средней версии, там говорится:
В принципе, здесь говорится 5 ядов: неведение, привязанность, злость, ревность и гордость. Они называются 5 ядов. Вот эти 5 ядов, 5 негативных эмоций, эти 5 негативных эмоций, они вызывают все существование самсары, все страдания. И, наверное, когда мы говорили раньше о нашей боли, то любая болезнь, любая боль и та боль, которую вы чувствуете в своем теле, она вызвана неведением. Есть такая смешная личная история. То есть, почему у меня небольшая боль в плече. Несколько лет назад, 5-6 лет назад, я упал с велосипеда, и у меня произошел вывих плеча. И я сделал что-то по отношению к этому. Я подумал, подумаешь, вывих плеча, как это связано с моим неведением или эго? То есть я сам себя спрашивал, и затем я понял, что есть очень, как раз тот момент, когда я упал, то есть я потерял внимательность на какое-то мгновение, и вот тогда я и упал. Тогда я понял, что именно в тот момент, когда я ехал быстро, у меня было чувство гордости или эго, или игривости, что-то такое возникло, я потерял сознание и упал. И я могу видеть, что происходят такие ситуации, то есть это связано с эмоциями, с неведением. И вот в Зермик здесь говорится, вся самсара, все 6 миров самсары связаны с 5 аспектами мудрости, потому что для того, чтобы преодолеть 5 ядов, или же все боли, конфликты, болезни, которые созданы 5 ядами, мудрость является исцелением, как лекарство от этих болезней, от болезней самсары. И вот что здесь говорится, и это правда, во всех школах говорят то же самое. Давайте немножко посмотрим. Я думаю, я всегда предпочитаю смотреть на очень личном уровне, чем на интеллектуальном уровне, или же на философском уровне, или на доктринальном, рассматривать личные взгляды философские. Я предпочитаю, чтобы мы смотрели на самих себя здесь и сейчас. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели на восприятие боли, на болезненное восприятие себя. Это текущее проявление нашего неведения, то есть болезненное восприятие самих себя. Если посмотреть на свою жизнь в данный момент, вы чувствуете, что вы сталкиваетесь с какими-то угрозами, которые могут быть сильными, какие-то вызовы, а может быть они не столь сильные, какой-то дискомфорт может быть. То есть с чем бы вы ни сталкивались, то есть это вас действительно заставляет обратить на это внимание, мешает вам спать, и, может быть, или же мешает вашей повседневной жизни. То есть, или же это какое-то очень тонкое беспокойство, вы успешно его игнорируете. Я хочу, чтобы вы посмотрели на свою жизнь, и для того, чтобы вы все это признали и заметили, я отождествляюсь с отцом слишком сильно, например, или с матерью, или я отождествляюсь слишком сильно с учителем. То есть чем вы отождествляете себя слишком сильно. То есть причина, я говорю, слишком, потому что когда что-то слишком, то тогда и возникают конфликты и боль. И если есть конфликты и боль, это означает, что есть слишком сильная идентичность с чем-то, может быть, с какой-то ролью, профессиональной ролью, или же с какой-то обязанностью в семье, или же в отношениях. Но все равно вам не обязательно слишком сильно с этим отождествляться,
Вы функционируете в этой роли, иногда не слишком сильно отождествляться, и тогда вы будете еще лучше исполнять свою роль. Вы сможете лучше служить другим, не отождествляясь с этой ролью слишком сильно. И вот эта роль – это неведение, и противоположность этой роли – это мудрость. Я думаю, что это вот первая часть в отношении мудрости, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Итак, это текст из Шанг-Шунь-Нинги, один из величайших учений Дзогчена. В традиции Бон здесь говорится, это означает, природа нашего ума, там нет неотъемлемого существования, там нет ничего вещественного, нет ничего существующего, нет ничего снаружи. Есть только взаимосвязь, взаимозависимость. Есть только взаимозависимость. И, в принципе, здесь говорится, что это касается не только вашего ума, но даже, это означает, даже ваше болезненное восприятие себя, и важнее этим сейчас заняться, это также продукт вашего ума. Итак, боль, болезненное восприятие себя, оно иллюзорно, его на самом деле нет. Вы успешно его создали, и поэтому, поскольку вы можете создавать конфликты, эмоции, вы также способны создать и физическую боль. Я недавно размышлял об этом. Есть такой индийский нейробиолог Раман Чандран, я думаю, он из Сан-Диего, и он провел исследование в 90-е годы о фантомных членах. То есть, когда кладут руку с одной стороны зеркала, а с другой стороны вы кладете тоже руку, и вы смотрите на ту сторону, где есть рука, когда вы шевелите левой рукой, посередине вы видите фантомную руку, которая движется, она иллюзорная. И вот это иллюзорное восприятие себя, мы способны видеть это очень ясно, когда с помощью нашего сознания, и тогда это растворяет боль. Итак, как боль может исчезнуть в фантомном члене? Потому что вы способны видеть фантомной конечности, потому что вы способны видеть, что это в зеркале, а не действительно ваша рука. То есть происходит действительно изменение в мозге, происходит действительное устранение физической боли, и здесь похоже на восприятие идентичности с болью. Поэтому я говорю здесь об отождествлении с болью. Если подумать о мудрости, мудрость – это самопостижение, знать, кем мы действительно являемся, и неведение – это проекция себя. Вы думаете, что вы этим являетесь, но на самом деле вы этим не являетесь, и вся боль – это продукт этих пяти негативных эмоций, которые коренятся в неведении или в эго, или я это называю восприятием идентичности с болью. Когда вы способны осознавать, и мудрость пустоты означает постижение, вот это восприятие болезненного идентичности, этого эго, то есть на самом деле его нет. Конечно, он как бы есть, вы это воспринимаете, вы это создали, но если вы способны это создать, вы также способны это разобрать на части, растворить или освободиться от этого. Потому что, в принципе,
это проявление этого источника, это создание, творение этого восприятия болезненной идентичности. И постижение этого способно устранить эту боль. Итак, вы можете видеть, что на предыдущем занятии мы работали с болью и работали с этой идеей, что ум на самом деле не существует, и также это объяснение с болью, на самом деле его нет. И когда мы постигаем, что его нет, это называется мудрость пустоты. Итак, давайте немного проще это выразим. Я стараюсь не усложнять, но иногда это сложно. Итак, что такое мудрость пустоты? В традиции Бон мы говорим, в буддийской традиции вот так говорится, мудрость Дхармадхату, но в принципе это по сути то же самое. Что это означает? Это постижение истины, постижение своего истинного «я», или же постижение себя, или самопостижение. Итак, вот это «я», которое мы спроецировали наружу, которым мы не являемся, и это создает весь имидж нас, всю историю нас, весь мир нас, всю боль, всю запутанность, все войны, это все производит вот эта идентичность с болью. В процессе узнавания, когда кто-то постигает, узнает, что это есть продукты производящие, и это просто результат отсутствия связи с собственной сущностью, с собственным истоком. Когда мы смотрим на эту боль, тогда, когда мы теряем связь, когда мы не осознаем, когда мы не наблюдаем, когда мы подавляем, то это отсутствие связи, оно как бы продолжается. Продолжает цепь самсары или цепь боли или конфликтов. Когда кто-либо осознает вот это отсутствие связи, направляет на это осознание, восстанавливает связь с источником, то из этого осознания мы способны даже устранить физическую боль или эмоциональную боль, или конфликт, или даже болезнь. То есть осознание обладает силой устранить это, потому что осознание итак, производителя этой болезни, производителя этой боли или этого конфликта. Итак, например, идея, если пытаться бросить вредные привычки, то очень часто можно избегать сигарет, как курильщик. Если вы курильщик, вы стараетесь избегать курения, и вы в процессе того, что вы пытаетесь избегать сигарет, вы можете это делать, но труднее избегать курильщика, труднее избегать того злого человека, легче избегать того, чтобы ударить кого-то или сказать плохое слово кому-то, или же какого-то негативного воображения, но труднее избегать злости злого человека, то есть человек, субъект или ум. Вот постижение вот этого ума, этой идентичности, что того, на самом деле этого нет. На самом деле этого нет. Способность увидеть, что этого на самом деле нет, это пусто. Болезненная идентичность – это не вы, этого нет. Когда мы это способны видеть, то что-то глубоко происходит внутри, как будто мы чувствуем такое глубокое чувство свободы, освобождения, облегчения, прояснения, пространства, Дхармадхату. Или же
Мы это иногда просто называем священным пространством, внутренним священным пространством. Мы его чувствуем, как глубокое чувство пространства. И в течение некоторого времени сейчас просто это отождествление с болью, восприятие себя делает перерыв. То есть прерывается на некоторое время, и вы чувствуете ясность, свободу, что вы свободны от этого. От этой боли, от этого отождествления с болью. Она больше не хватает эту боль, она больше не кормит, не питает боль, а больше не питает конфликт, который является продуктом эго или же вашего ума, потому что в течение какого-то времени у вас возникает переживание пространственного ума, пустоты ума или дармадату ума. Или же пространство чоинг, пространство явлений, или же пространство восприятия, болезненного восприятия, восприятия боли. Итак, когда вы чувствуете, когда вы осознаете, когда вы видите, что вот это пространство своего ума, пустоту своего ума, отсутствие восприятия, отождествления с болью, у вас появляется проблеск опыта мудрости пустоты. Конечно, это большой философский вопрос. Я не хочу в это вдаваться. Согласно различным системам взглядов, есть уровень сутры. Обычный человек никогда не получит доступ к этому дармадату, мудрости пустоты. Обычный человек никогда не сможет получить опыт мудрости пустоты. Согласно Дзогчену, обычные люди имеют доступ к 5 аспектам мудрости, или же к чему-то очень близкому, к 5 видам мудрости, или к похожему на 5 мудрости. И в этом есть достаточно трансформирующего влияния на нашу жизнь, на наше восприятие. То есть происходит трансформация болезненного восприятия себя, отождествления с собой болезненного. Этого можно получить. И мы сможем также действительно чувствовать такую трансформацию, изменение. Есть информация, различные графики. Когда они появятся, мы их разместим на страничке в Фейсбуке. Вы сможете их использовать. Сейчас вообще эти поучения
на Фейсбуке, они, в них не очень много информации, то есть там есть информация, но они не очень, это не очень интеллектуальная информация. Я не хочу вас перегружать интеллектуальной информацией, но мы предоставим вам базовую информацию, основную информацию. Я чувствую, что это необходимо для того, чтобы почувствовать, получить некоторый опыт этих наставлений. А в этих наставлениях мы в основном направлены на опыт. Что это означает для вас, что это означает для меня, для нас в этой ситуации, в данный момент нашей жизни. Как это может помочь исцелиться от боли или предотвратить мою боль? Как это может, если это не может исцелить мою боль или болезнь, как я могу справиться с ней? И даже в последний момент, перед смертью, как я смогу справиться, как я могу получить опыт осознания, вечного аспекта, неизменного аспекта осознания. И чтобы возникло больше понимания этого. Я думаю, что это все на сегодня. Я надеюсь, как у всех дела? Как раньше вот прошла медитация, предыдущая медитация? И как прошло вот это занятие о мудрости пустоты? Может быть, если вы хотите, вы можете в одной фразе выразить, что вы поняли, что такое мудрость пустоты. Пожалуйста. Магия Фейсбука в том, что все могут высказываться в любое время, никто никому не мешает, и это чудесно. Так, если вы стараетесь найти связь между физической болью, эмоциональной болью и этой мудростью, вот эта мудрость, мы говорили, осознание того, что ум сам по себе не существует, осознание восприятия себя, болезненного восприятия себя, его на самом деле нет. Мы не являемся этим, мы это создали, но мы не являемся этим. Итак, мудрость пустоты – это постижение того, что дхарма-тату, постижение этого безграничного пространства, которое является отсутствием вот этого восприятия, болезненного восприятия, самоотождествления. Там есть свобода от этого, и это является производителем боли, производителем эти эмоции, производителем конфликтов. Если вы не осознаете это священное пространство, по крайней мере, через боль, через какие-то условия постарайтесь установить связь с истоком. Вот что мы стараемся делать. И я надеюсь, что практики исцеления от боли с помощью медитации и вот эти наставления о мудрости пустоты, я надеюсь, что вы видите связь между ними. Я бы хотел узнать от вас, какую связь вы видите.
Не обязательно сейчас писать, можно позже. И как они друг с другом связаны. И я надеюсь, что вы все пришлете свои отклики, потому что они мне интересны. И мы продолжим в течение следующих 5 недель. Увидимся со всеми вами на следующей неделе. Большое всем спасибо. Надеюсь, что эта практика всем вам помогает. Спасибо.